этом ролике готовлю очень интересный дрожжевой пасхальный кулич, который долго остается свежим. Если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов к рецепту расположен в описании под видео. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и этим роликом я открываю свой пасхальный сезон в этом году. Да, времени еще достаточно много, но мне хочется показать вам рецептов много, разнообразных, для того, чтобы у вас было время присмотреться к этим рецептам, рассмотреть их поближе, подобрать то, что вам по душе, подобрать то, что вам больше всего заходит, то, что для вас наиболее удобно в плане приготовления, и затем на праздник испечь идеальные для вас куличи. На прошлой неделе у себя в Инстаграме, в Фейсбуке, здесь в сообществе, в Ютубе, в Телеграм-чатике, если вы еще не добавились, добавляйтесь, я проводила опросы для того, чтобы понять, какие рецепты ждете больше всего вы, для того, чтобы мы с вами скоррелировали и были на одной волне. Лидером оказался традиционный кулич на дрожжах, но такой, чтобы он долго оставался свежим, долго не черствел. Что ж, именно с таких рецептов я и хочу начать. Их будет два, и они будут очень отличаться друг от друга, так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик, и нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомление, когда это видео я опубликую. Давайте растерзаем один, чтобы посмотреть, какой же он внутри. Я сжимаю кулич, и он прекрасно восстанавливает свою форму. Мякиш приятно плотный, нежный, не сухой, не крошится. Кулич волокнистый и совершенно не клеклый. Сжимаю руками, и вот он уже опять пышный, как и был. В этом ролике я готовлю кулич с заварной основой. Именно благодаря заварке он и будет долго сохранять свою свежесть. Я специально тестировала этот рецепт заранее, я на 3 дня оставила эти куличи не закрытыми, то есть не убирала их ни в пакет, ни в пленку. И вот сегодня я их резала для того, чтобы сделать вкусные сухарики, и он до сих пор был мягким. Готовлю заварку. Для того, чтобы делать это было проще, я добавляю немного сахара из общего объема к муке для заварки. Так будет проще вымешивать ее. Довожу до кипения молоко и, непрерывно помешивая, вливаю его в муку. Смесь загустеет. Важно получить смесь без комочков, поэтому тут работать стоит быстро и интенсивно. В случае, если комочки все же образовались, можно пробить смесь блендером и разбить их. Вот такая консистенция заварки у меня. Накрываю емкость с заваркой пищевой пленкой и оставляю. Готовлю опару. Слегка подогреваю молоко и всыпаю в него немного сахара из общего объема, чтобы подстегнуть работу дрожжей. Разминаю дрожжи, отправляю их в молоко и перемешиваю венчиком до растворения. Добавляю муку и перемешиваю до однородности. Накрываю опару пленкой и оставляю на 20 минут. Этим временем подготавливаю сухофрукты. У меня классический изюм, но подойдут любые. Заливаю изюм горячей водой и промою и сделаю его мягче. Отставляю изюм в сторону. Опара созрела. Посмотрите, какая она у меня пышная. Снимаю пленку с опары, снимаю пленку с заварки. В заварку отправляю соль, сахар и ванильный сахар. Перемешиваю. Заварка на этот момент еще теплая, и сахар в ней быстро растворится. Замешивать тесто буду в хлебопечке. Это проще и легче. Отправляю в чашу заварку, а пару всыпаю муку. Включаю замес. Режим замеса у меня такой. Первый замес смешивание 12 минут. Затем тесто отдыхает 20 минут. При ручном замесе нужно смешать ингредиенты, перемешать до исчезновения сухих частичек муки и помесить минут 5, после чего оставить тесто отдохнуть на те же 20 минут. После отдыха начинается второй этап замеса и длится у меня 14 минут. Через пару минут с момента начала второго замеса я постепенно добавляю сливочное масло, нарезанное кусочками. Когда все масло разойдется по тесту и оно станет однородным, у меня это где-то через 7-8 минут. Пришло время добавить изюм. Я сливаю с замоченного изюма воду, отжимаю его, выкладываю на бумажное полотенце и промакиваю. Добавляю изюм в тесто и жду, пока он хорошо распределится. Немного помогаю в процессе.
Подтягиваю тесто в шар, укладываю его в глубокую миску и оставляю бродить на 80-90 минут или до увеличения объема в 2,5-3 раза. Если вы любите экстра пышные куличи, советую обратить внимание на мой рецепт бриоши, который я опубликовала на канале совсем недавно. Он получится как раз таки максимально пышным, максимально воздушным, если вы любите именно такие. Также все рецепты из предыдущих годов по-прежнему актуальны. У меня уже очень большая коллекция образовалась на разный вкус, на разный уровень занятости, поэтому заглядывайте в инфобокс, там я оставлю ссылочки на эти рецепты и на рецепт бриоши. По видео хорошо видно, каким пышным тесто стало. Обминаю тесто и делю его на 4 части. Каждую часть грубо подкатываю в шар. Обратите внимание, что я не подпыляю стол мукой. Тесто замешано хорошо и оно не прилипает. Теперь каждый шарик еще раз подкатываю в тугую заготовку, не спеша и деликатно. Укладываю заготовки в формочки для куличей, накрываю пищевой пленкой и оставляю для расстойки на 40-50 минут. Когда заготовки подрастут, отправляю их в духовку, разогретую до температуры 180 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь на то, как работает ваша духовка. Если нужно, время добавьте или сократите. Я достала куличи из духовки и дала им остыть часок. Давайте растерзаем один, чтобы посмотреть, какой же он внутри. Я сжимаю кулич, и он прекрасно восстанавливает свою форму. Мякиш приятно плотный, нежный, не сухой, не крошится. Кулич волокнистый и совершенно не клеклый. Сжимаю руками, и вот он уже опять пышный, как и был. Готовые куличи я смазала самой обычной белковой глазурью и украсила сахарными бусинами. Больше интересных вариантов помазки я покажу в отдельном видео совсем скоро. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх. Если вы уже когда-то готовили куличи с заварной основой, напишите об этом в комментариях. Делитесь, какие любимые пасхальные рецепты есть у вас. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Нажимайте на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».